Работаем со структурами. Гулял по файлу и вот нашел структуру явно. Вот здесь вот. Что здесь происходит? Здесь есть ссылочка на адрес памяти, вот на этот дат. Если посмотреть внимательно, здесь куча пространства свободного. Нет никаких других ссылок. Дальше используется iParam, помноженное на 30. Соответственно, что я думаю? Я думаю, что там находится структура размером 30. То есть 30 в хексе. Поэтому делаем новую структуру. Как делать структуру? Вот наш экзешник. Я советую сразу сделать какую-то отдельную папочку, чтобы не перемешиваться со всеми остальными. Желательно что-нибудь, что начинается с андерскора, чтобы оно самое вверху оказалось. Допустим, underscore game. В нем создадим структуру. Вот наша структура. Назовем ее, скажем, S1. Мы знаем, что у нее размер 30. Больше пока мы о ней ничего не знаем. Сейчас мы ее начнем заполнять. Так, смотрим сюда. Значит, вот эта вот штука, это начало этих самых структур. И это явно array, потому что здесь помножение идет. Вопрос, сколько в этом array элементов. Смотрим немножко выше. Что мы видим? Если больше, чем 63, то, значит, unrecoverable error. Логично предположить, что это оно. Это же та же переменная, да? Да, та же переменная, вот он, сам лен. То есть логично предположить, что там будет, соответственно, 64 этих элементов. Делаем Ctrl-L и говорим, что у нас есть S1 в количестве 64 штуки. Отлично. И дадим какое-нибудь более меняемое название, типа S1 array, 64 элемента. Что это за структура, мы пока не знаем. iParam это индекс какой-то. Отлично. Значит, в эту самую функцию передается поинтер на один из этих элементов по этому индексу. Идем в нее. Значит, что мы здесь видим? Мы видим такую функцию, да, param1, там, двоеточие 3. Когда мы такую штуку видим, это значит по-любому работа с памятью. То есть, скорее всего, это структура. Мы уже знаем, что это структура S1, поэтому говорим, что это S1, поинтер на нее. И вуаля, код преобразился. Дальше. Мы еще не знаем, что в этой структуре есть. Но мы видим, что по элементу с офсетом 1c обращается как к undefined 4. То есть мы спокойно можем этот элемент пометить как integer, допустим. Помечаем его как integer. Вот, и элемент c тоже самое здесь. Тоже undefined 4 помечаем, тоже Ctrl-L как integer. Вот, поменялось, отлично. Это тоже integer. И помечаем. Таким образом мы знаем, что, сколько элементов, то есть какого размера элементов есть в этой структуре. Потихонечку их размечаем. Пока мы еще не знаем, что это за элементы, название им давать не можем, но мы уже можем их пометить. Потом впоследствии мы, соответственно, сможем найти и переименовать их во что-нибудь более вменяемое. Вот. Пока что хватит. Потом я покажу, как дальше с этим работать, когда я найду, что это за переменные, собственно. Вот. Еще один пример структур. Вот что у нас здесь происходит. У нас здесь есть custom malloc, это я там декодировал, по сути, аллоцирует. Там у него свой пул, там специально он делает свой собственный пул, и здесь удобно, он придет command line. Кстати говоря, для нас это будет, для реверсинга это просто дико полезно, потому что я прямо отсюда знаю, где мы сейчас находимся. То есть мы сейчас находимся в Diablo 2 в Windows Progress Bar. Замечательно. И еще и до 26 строчки это было сделано. То есть этот malloc был сделан в этом файле cpp на 26 строчке. То есть нам это помогает реверсить прям сказочно. Короче, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что у него лоцирует 68 байт. И это все дело идет в это PTR. Соответственно, этот PTR является ничем иным, как структурой. Делаем новую структуру. Итак, new, структура. Причем это, судя по всему, win progress bar. Можем прямо сразу так и назвать. Авось повезет. Win progress bar. Размер у него 68. Жмем Save. Значит, теперь это не PTR, звездочка, теперь это win progress bar. Звездочка. То есть указатель на win progress bar. Ура! Единственное, что здесь это переименуем на что-нибудь более. Пусть будет P. Progress bar P. Отлично. Итак, вот такая шняга сразу же. Значит, когда он пишет, я это уже объяснял, но еще раз повторюсь. Когда он говорит, что вот этот поинтер равен 10, он не имеет в виду, что этот поинтер нужно перезаписать 10. Он имеет в виду, что на нулевой точке этого поинтера есть некий variable undefined 4, который хочет стать 10.
То есть вот здесь вот на нулевой точке есть некий интеджер. Жмем Save, и тогда он уже нормально показывает. Вот field на месте 0 равен 10. Ну, отлично. Ну и проходим по всем остальным. Мы видим, что это uint, он подсказывает, значит, это uint и есть. Поверим ему на слово. Кстати, почему uint? По очень простой причине. Раз мы видим OR1 или OR4, это означает, что там происходит некая битовая операция. То, скорее всего, этот field является битмаском. Битмаск — это, как правило, uint. Можно, кстати, себе сразу пометить, что это некий маск. Маск 1. А впоследствии будет легче с этим работать. То есть некий маск, у которого бывает значение 1, и еще и 4. Сразу 2 бита у него засетились. Так, давайте по-быстрому пробежимся. Значит, integer. Пробегаем, не ленимся, обязательно все дело помечаем, потому что нам впоследствии это очень сильно поможет. Хотя, с другой стороны, нам не очень-то интересен прогресс-бар. Я не думаю, что мы захотим взломать именно его. Ну, раз можем, почему нет? Вот. Сделали. Дальше. Дальше самое интересное, что зачем это делал. Вот у нас есть функция, которая получает на входе этот прогресс-бар. Значит, пометим, это не define 4, а bin progress-bar, звездочка. И здесь у нас происходит нечто, какая-то некая инициализация, сейчас поэтому еще можно посмотреть. Но что мне гораздо более интересно, это вот это вот. Вот у нас есть глобальное хранилище, вот эта штука, вот это вот поинтер, который мы можем потом впоследствии использовать. То есть это у нас будет ptr to win progress bar. То есть он сохраняется глобально. То есть впоследствии вот по этому адресу мы сможем его найти, в случае чего.